На следующий день после дня рождения Путина на Крымском мосту, том самом, который один из главных символов режима, что-то взорвалось. Часть автомобильного моста обрушилась. Прямо в Керченский пролив упало несколько пролетов дорожного полотна. Впервые за все время существования на нем приостановили движение. Чтобы хоть как-то восстановить сообщение с Большой Землей, в проливе спешно организуют паромную переправу. К сожалению, сообщается минимум о 3 погибших мирных жителях. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с грузовиком. Что именно стало причиной, доподлинно неизвестно. На первых фото и видео с места происшествия виден огромный столб дыма. В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что пожар произошел в одном из составов, который перевозил цистерны с топливом. Скоро появилась другая версия произошедшего. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что к возгоранию 7 топливных цистерн железнодорожного состава привел взрыв грузового автомобиля. Эту историю сразу же подхватили власти аннексированного Крыма и сообщили, что дорожное полотно повредили украинские вандалы. Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах привела свою версию событий. На самом деле взрыв – дело рук ВСУ. Советник главы Крыма Олег Крючков сразу же сообщил, что в Крыму всего достаточно, запасы топлива и еды есть на 2 месяца вперед и никакой паники нет. Правда, после этого в Крыму ограничили продажу круп, макарон, сахара, соли, муки, чая, чтобы не создавать ажиотажа. Администрация президента в лучших традициях новояза быстренько составила методичку, как государственные СМИ должны освещать взрыв на Крымском мосту. Следует делать акцент на том, что мост вовсе не разрушен, а только поврежден, что восстановительные работы уже идут полным ходом, что есть альтернативные автомобильные маршруты по оккупированным территориям. Когда мост был еще только в планах, ему придали статус стратегического объекта. В Москве решили обеспечить 19-километровой магистрали высшую степень защиты. Такую дают только атомным электростанциям. Это означало, что мост будут охранять на земле с помощью силовиков, в воздухе, авиации и ПВО, и в воде посредством Черноморского флота. Мост построили так же спешно, как и аннексировали сам Крым. На строительство ушло всего 2 года, с опережением графика работ на 6 месяцев. Проектом занимался олигарх Аркадий Ротенберг. Еще строительством моста интересовался другой миллиардер путинской эпохи Геннадий Тимченко. Но он не стал этим заниматься, так как строительство показалось ему слишком сложным. И это понятно. В Керченском проливе сложная геология. Там слабый грунт, вместо твердых пород на дне пролива многометровые слои ила и песка. В уничтожении Крымского моста есть 2 главных цели – идеологическая и военная. С военной целью все предельно ясно. Крымский мост – главная артерия для снабжения всей южной оккупационной группировки российских войск. В сети есть сотни видеодвижения по мосту эшелонов с танками, гаубицами, РСЗО и всем на свете, что делает этот мост легитимной военной целью. Это инфраструктура снабжения армии, причем инфраструктура критическая. Российской группировке вокруг Херсона и без того не сладко. Ей и без того мешает река Днепр с перебитыми переправами. Но разбить еще и магистральный путь снабжения – это неоценимое подспорье для украинского наступления. С этим все очевидно. Но в нашей ситуации есть еще аспект. В ситуации, когда война ведется не только на поле боя, но и в телеграм-каналах, новостных заголовках, роликах на ютубе и вечерних шоу федеральных каналов. Так вот, когда война начата и ведется как предвыборное мероприятие, не менее важным становится идеологический компонент. Юридически это территория Украины, аннексированная в 2014 году. Но фактически это личный феод Владимира Путина. Крым — это его трофей, памятник его триумфу. Это его 86% поддержки. Это его 4 года политической стабильности, нарисованные на карте. Крым — это то, что он пытался повторить в 2022. Да, Крым, если сравнивать его с другими регионами России, получается один из самых нищих. Но он всегда находился в таком правовом и налоговом статусе, и туда шли такие государственные инвестиции, что в пересчете на душу населения о подобных суммах не могла мечтать даже Москва. В воображаемой императорской короне Путина Крым – это самая большая жемчужина, примерно как Индия для британской короны. Крымский мост тоже не просто инфраструктурный объект, это символ владения. С мостом Крым
Не эксклав, оторванный от материка, а неотъемлемая часть своих земель. В строительство моста вложили почти 4 миллиарда долларов. 6 годовых бюджетов города Новосибирска на тот момент. Сколько угрохали в его пиар, одному богу известно. Но Маргарита Симоньян со своим супругом Тиграном Кеосаяном на одном только фильме «Крымский мост. Сделано с любовью» освоила 2,5 миллиона долларов, если верить публичному бюджету. 19 километров моста над Керченским проливом стали главным инфраструктурным проектом за 20 путинских лет. Вообще сложно найти что-то, с чем можно было бы его сравнить. Не по физической важности, а именно по идеологической накачке, по вложениям в его пиар. Наверное, Олимпиада в Сочи может как-то где-то рядом постоять, да и то не факт. Украинцы, которые свою причастность не подтверждают и не опровергают, они, конечно же, отдавали себе отчет, что речь тут совсем не про мост, как про транспортный объект. Они прекрасно понимали, что они разрушают. Они понимали, что даже взрыв условной Спасской башни Московского Кремля не будет иметь столь ошеломительного, столь унизительного эффекта на самолюбие Путина. Что взрывают они личный рукотворный памятник, который Путин сам себе воздвиг. Отсюда и выбор даты. Это, конечно, подарок на 70-летие. После формальной аннексии регионов украинцы устами Зеленского сказали, что с этим президентом больше переговоров не будет. Теперь повторили делом. С юбилеем, дедуль. Напоминаем, что с тобой покончено, если ты вдруг забыл. И ничего ты после себя не оставишь. Российская пропаганда тут же встала в стойку. Все на свете Скобеевы и Красовские в привычной же манере требуют возмездия, жесткого ответа. Да сейчас, да вы разбудили зверя! Сейчас мы как ответим, и весь мир в труху. В Госдуме и вовсе сказали, что теперь объявлена война без правил. Беда для них всех заключается в том, что на дворе не 23 февраля. За прошедшие 7,5 месяцев словосочетание «красная линия» из угрозы стало мемом. Потопление крейсера «Москва», удары по Крыму, по Белгородской области, по Курской области, обращение в бегство харьковской группировки российских войск. Каждое из этих событий и многие другие вызывали совершенно однотипную истерику и не заканчивались ничем. Ну то есть как ничем? Россия вновь долбила по жилой застройке и гражданской инфраструктуре типа электростанций, только с удвоенной силой. Но это уже не новость. Совершенно непонятно, кого и чем после Мариуполя, стертого с лица земли, можно напугать в Украине. Не просто так реакция пропаганды сейчас выглядит и называется истерикой. Потому что угроза – инструмент силы, а истерика – удел слабых. Все прекрасно понимают, даже сами пропагандисты, совершенно все, что Путин мог изобразить в Украине, он уже изобразил. Он погубил свою армию, оставил на украинской земле больше техники, чем есть у всего НАТО, исключая Соединенные Штаты. Он, что особенно унизительно, стал главным поставщиком техники для армии украинской. Столько, сколько было оставлено российской армии во время бегства, сколько было захвачено в боеспособном состоянии танков, БМП, РСЗО и другой техники, так вот никто из союзников Украине так много не дал. По некоторым оценкам, до половины бронетехники на вооружении ВСУ сейчас это трофейная российская. Это нонсенс, это полная катастрофа, это избиение младенца. Тебя бьют твоими же танками. Свой 70-летний юбилей Путин встречает на дороге унижений. Что не новость, то беда. Китайское правительство, а Китай очень хорошо умеет в символизм и просто так мало что делает, не поздравило юбиляра. А российская элита очень внимательно смотрит на Китай сейчас. Призванные быть трофеем новые территории никто не то что не воспринял всерьез, никто даже не знает, где ныне проходит граница Российской Федерации. Теперь вот, как говорят в карточных играх, тебе еще и на погоны. Моста больше нет. Тут бы выйти с экстренным обращением к нации. Но обычно президенты так делают. Любые лидеры обычно так делают. Особенно такие лидеры, за которыми съемочная группа всегда следует по пятам. 11 сентября 2001 года Путин записал обращение к народу США и президенту Бушу еще до того, как успела рухнуть вторая башня. Делов-то на полчаса. Сегодня вся реакция властей сводится к знаку вопроса от Маргариты Симоньян, который органично соседствует с верноподданническим приторным поздравлением юбиляру в предыдущем посте. Понятно, почему Путин не выходит с экстренным обращением. Жанр экстренного обращения предполагает какие-то меры реагирования. На нас напали, теперь мы сделаем то и то. А ему что говорить?
Снова это не блеф. Снова верьте мне, я псих с ядерной бомбой. Мы верим, ты главное не нервничай, дедуль, давление поднимется. Под тобой система разваливается. Твою армию уже любой бандос с грязью мешает, а ты бандосу новые погоны за это даришь. Не видит, что ли, это никто, думаешь? Все видят. Мы уже это говорили, но тут не грех повторить метафору. В 2014 году Путин очутился в казино. Там в это время менялся собственник, разбежалась охрана, и половина крупье ушли в запой. Вышел он оттуда не только с мешком денег, но и с тем, что губит любого игрока. С искренней убежденностью, что это не случайная удача в уникальных исторических обстоятельствах, но что у него есть система, и теперь он обыграет кого угодно. Схватить бы ему этот мешок, да чахнуть над ним еще 20 лет до собственной кончины. Но нет, он вернулся в казино. И теперь вместо выигрыша потерял все и получил по почкам от новой охраны. Печальная судьба неумного, но когда-то удачливого человека. Путин завершает свое правление унижением и позором. Весь вопрос сейчас лишь в том, как долго он еще протянет и во сколько еще жизней это обойдется. До завтра.